Ребята, всем привет! С вами компания PandaWay. Сегодня будет у нас на обзоре Xiaopen P5. Один из самых инновационных автомобилей на сегодняшнем рынке. А почему? Потому что в нем есть лидары. Лидары, такая технология, такая волшебная, которая должна просто покорить весь мир и покорить весь автотранспорт. Это мощная интеллектуальная система помощи вождению в городских условиях. Максимальный диапазон обнаружения лидара составляет 150 метров. Мы сегодня протестируем автопилот и посмотрим, насколько же хороши эти лидары, насколько рекламные ролики оправдывают себя. Да? Это третья машина от компании Xiaopen, или XPeng, как говорят за границей. Да? У них был G3, у них был P7 и вот сейчас P5. По длине она примерно такая же, как и P7. По ширине тоже, там разница пару сантиметров всего. А вот колесная база здесь намного меньше. У P7 там практически 3 метра, здесь 2,8 метра. Ребят, по дизайну машина классная. Вот лично мне она очень понравилась тем, что здесь очень мало выпирающих частей. Вот как допустим, любит у нас делать Chery. Chery любит там фары, эти 3D-шные фары. А здесь же вот такое, знаешь, все прям вот скрытое в корпус, ничего выпирающего. Ну и, конечно же, все эти полосы, которые сейчас у нас в 2021-2022 году, они очень такие популярные, да, вот эти полосы световые, LED-полосы спереди и сзади. Матричные фары идут, современная LED-оптика, все красиво, все хорошо. 6 партроников спереди. Здесь тоже 6, 12 партроников всего, а? 2 лидара по бокам, радар миллиметровый. Камера слежения за полосой, 2 камеры в зеркалах. Камера получается в крыле у нас с 2 сторон. Это уже такая продвинутая система 360 градусов. Мне интересно заглянуть под капот. Как обычно, 2 раза дергаем. Есть газовый упор или нет? Антон, как думаешь? 200 тысяч. Есть. Газовый упор, 200 тысяч машина. Да ладно? Да нет. Нету газовых упоров. Нету, кстати, нету замка. То есть двойным нажатием открывается капот, и для любителей безопасности, наверное, это будет минусом. Да? У P7 есть у нас бардачок здесь, да, здесь его почему-то нету, убрали. Почему? Я вообще не понимаю, они создают машину с нуля, они не переделывают бензиновые машины. Это, кстати, платформа не одна и та же с P7, это платформа, по-моему, одна и та же с G3. Но в любом случае, компания Xiaopen, они не производят бензиновые машины от слова совсем. Могли они пространство как-то оптимизировать, сделать здесь какой-то маленький такой, да, багажничек под зарядное устройство, чтобы оно там не валялось, место не занимало. Здесь у нас что? Омывайка, только доступ, да? Все остальное закрыто. Лючки можно открыть, я думаю. Скорее всего, здесь тормозная жидкость там будет, да? 155 киловатт, 310 ньютон-метров крутящий момент. Теплошумоизоляция есть, хорошо. Это ладно. Закрываем. Поехали дальше. Слушай, мне нравится, что как у тебя показывает сантиметров, сколько до машины остается. Я не знаю, ребят, слышно вам звук или нет? Инопланетный звук такой. Как будто мы едем в космическом корабле. Ускоряемся. Все, после 30 пропадает звук. На сегодняшний день это одна из самых продвинутых, по идее, автомобилей. Именно в техническом плане. Потому что здесь есть лидары. Также у нас есть лидары еще в Ceres с Huawei вместе. Вот, то есть это вот 2 такие машины, которые, в принципе, сейчас по технологическому прогрессу они продвинулись вперед остальных. Также здесь у нас система 5G, которая обеспечит именно работу всех этих лидаров и всего прочего. Ребят, сейчас мы выяснили у менеджера вот этот звук космический, его нельзя выключить. То есть в других моделях можно, да, вот все 11 Leap Motor мы смотрели, можно было. У Антона в машине тоже можно выключить его. Здесь нельзя. То есть до 30 км в час вы всегда будете наслаждаться этим звуком. Хотите вы этого или нет.
У нас тут машина как бы не совсем бюджетная. Это у нас модель практически топовая, можно сказать топовая. Стоит 200 тысяч юаней. Мне не нравится, что нету настройки руля по вылету, потому что у меня ноги длинные. Я вот сейчас сижу, да, у меня коленки согнутые, а руки все уже, руки прямые. То есть я не могу дальше сесть. Шумоизоляция хорошая, я сейчас заметил. Вот, машины проезжают, едем, от дороги шума нету. Чувствуется класс уже такой более премиальный. Лючок зарядки. Опять же, противоположная сторона от водителя. Открываем. Здесь у нас что? Здесь у нас медленная зарядка. А вот Fast Charge здесь. Fast Charge как раз таки со стороны водителя. Индикации никакой нету здесь. А вот у P7 она так красивенько отъезжает назад, прячется. Есть индикация у P7. P7 подороже будет стоить. Там уже они должны были чем-то выделиться. Так, ребят, дисковые тормоза у нас, да, здесь спереди вентилируемые, сзади не вентилируемые. Да. Колеса бывают 17-дюймовые, бывают 18. Вот у нас сейчас 18, мне кажется, дюймов. Да, где 18 дюймов. Подвеска спереди Макферсон, сзади полузависимая подвеска. P5 бывает в разных комплектациях. Есть комплектация с запасом хода 450 км, есть 460, есть 510, 550 и 600 км. Огромное количество комплектаций на любой вкус и на любой размер кошелька. Да? Кстати, что касается кошелька. Минимальная версия, самая дешевая, стоит 162 тысячи юаней, 162 700. Дороговато, однако. Да за 162 сколько можно всякого хорошего в Китае купить. i1S. Soul i5. Soul i5, которая на 600 километров пробегает. Вообще шикарный автомобиль. Arovi AR. BYD. BYD Чин. Да дофига. Конкурентов много. И вот этот прям, он так, знаешь, такой пробирается через эту армию конкурентов со своими лидарами. Он так лидарами их расталкивает просто всех. Но насколько, опять же, актуальны эти лидары, это еще под вопросом, конечно. Ладно, поехали дальше. Настройка автопилота здесь такая очень гибкая. Давайте сейчас проедем и посмотрим, как автопилот работает. 2 раза вниз нажали рычажок, активировался автопилот и едем. Автопилот включается только при... Опа, ага. Смотри, он такой поворот даже не удержал. Сейчас мы разворачивались, да, и мне не понравился вот этот переключатель РНД в лепестке. Дело привычки, возможно, да, но как-то не серьезно выглядит. Ну, тесловоды же как-то справляются. Первое впечатление, такое, первые эмоции. Руль, мало того, что он из-за того, что нет вылета, он приходится сидеть ближе к рулю, плюс еще очень мягкий руль. Не информативный, такой прям воздушный вообще. Менеджер говорит, что нельзя сделать какие-то регулировки жесткости руля. Ребята, оказывается, можно менять настройку жесткости руля. Вот переключается, здесь есть аж 3 режима. Вот у нас есть самый легкий такой воздушный руль, средний и максимально жесткий руль. Вот сейчас проверим, как он. Вот, это уже другое дело. Вот здесь прям хоть чувствуется, руль чувствуется, а то прям ехал и как будто воздух крутил. Также у нас есть 3 режима здесь. Эконом здесь, стандартный и спортивный режим. Смотрите, как интересно переключается. Под каждый режим есть звук свой. Спортивный и эко-режим. 3 режима рекуперации: низкая, стандартная и максимальная. И есть режим однопедальный. X-Pedal они здесь назвали его. Не iPedal, а X-Pedal. Давайте проверим мы его. Едем. Отпускаем. И машина катится, да? Ну, полностью остановка будет или нет? Все равно катится, да? Ну да, то есть 2 километра в час у тебя есть, типа. Что-то они не могут докрутить, да, Антон? До конца вот однопедальный режим. Теперь давай проверим максимальную рекуперацию. Чем отличается от iPedal? Вот мне всегда интересно, в чем разница между iPedal? Мне кажется, чуть медленнее тормозит сейчас. То есть в iPedal просто самая жесткая рекуперация, скажем так, да? Хотя вот сейчас вот ты едешь 6 километров в час. Там 2 было. Там было 2. Ладно, будем считать, что есть однопедальный режим, да? База здесь алюминиевая, корпус стальной. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть среди вас любители вот таких вот ручек? Нажать сначала здесь, потом
Если у тебя пальцы длинные, то это хорошо, да, то есть ты нажал здесь, и длинным пальцем ты подхватил ее здесь. А если пальцы короткие у тебя, ты нажал, и вот, и как? Они смотрят у Теслы, да, с нее слизывают какие-то детали, а вот просто вот подумать, что оно, может, нафиг никому не надо. Пороги, ребята, не закрытые. Не закрыт, наплыв большой очень. И, конечно же, он прям вот будет мешать вам. Нет, приборчик с собой. Давай мы проверим. Клиренс. Батарейка. 16,7. Короче, 16 сантиметров в незагруженном состоянии. Ну, седан, да, средняя. Есть панорамная крыша. Открывается с помощью кнопки, с помощью голосового помощника, если вы знаете китайский язык. Если не знаете, то только кнопочкой, только ручкой. Ширина салона 1,48 м. Мы сейчас находимся в топовой комплектации максимальная. Здесь кожа, салон. Кожа Напа. Это сиденье, это вот эти вставки, это руль, подлокотник. Все это кожа Напа. И также задний ряд выполнен из кожи Напа. Приятно, хорошо, комфортно, но максималка 200 тысяч юаней. Электрическая настройка, регулировка сидений. Сиденье пассажира тоже так же. Электрическая настройка. Антон, лампочки нет в максималке. Да ты гонишь. Да серьезно тебе говорю. Странная штука, конечно. 200 тысяч и... Да, 200 тысяч это как бы, ну, блин, дороговато вообще-то для китайского электромобиля. То есть это уже такой бизнес-сегмент, скажем так. И вот здесь, знаешь, вот эта вот нижняя часть, она такая прям бизнес. Вот мы с тобой ехали, да, сейчас вот, ну, прям ощущалось бизнес. Но начинаешь наверх поднимать, и вот здесь уже такое отдает дешевизной такой. Зеркало, посмотри, какое маленькое. В топе, да, и вот такое зеркало, ну, как бы, я не знаю. А вот жена моя едет, да, и что? И у нее тоже нет лампочки. Ну, как так, а? Так, вот он видит, смотри, людей. Затормозил. Ага, сбросился. То есть он прям тебя на повороте, Да, на повороте. на повороте тебя отправил на верную смерть. Ох, все понял. Ливан справляется с этими поворотами очень легко. Ехали впереди был мотоциклист, и машина сама стала тормозить, чтобы я не въехал в него. Так, активировали, едем. Оп, кстати, подвесочка. Протестируй. Гулка. Автоматическая смена полосы есть. Съехали. А знаешь, мне что интересно? Если мы съедем сейчас, сможет ли выключить сам поворотник или нет? Нет, как у Tesla нет такой функции. То есть поворотник нужно самому выключать. Смотри, мы сейчас едем по крайней левой полосе. Если я сейчас включу поворотник, как думаешь, влево поедет или нет? Хотелось бы посмотреть. Давай проверяем. Ага, красным показывает, что здесь сплошная полоса на экране. Нельзя. Смена скорости идет по 1 км в час. По 1 км в час, либо если ты быстро крутишь, то сразу кратное 5. Остановится сам или нет? Остановится, конечно же. Другой вопрос, поедет ли? У меня Ливан, кстати, трогается сам. Поехали. Все, у нее стоит до 50 километров. Кстати, смотри, сейчас выезжаем на перекресток, где нет разметки. Как она себя ведет? Едет. Едет, она видит впереди разметку, ловит ее и автоматически нас сюда выводит в нее. И мне интересный теперь момент, сколько она разрешит мне без рук ехать. Вообще, можно ли без рук ехать или нет? Или она запищит? Долго держится уже. Долго, да. Вышла, получается, сигнализация у нас, да? Мне кажется, она пикнула, потому что ты смотрел просто в другую сторону. Нет, вон, показывает. Держите за руль. Еще раз. Начал пищать. Мне интересно, что будет дальше. Опа, смотри. Душить начала? Да, поджала. Начала душить меня. Поджала ремень безопасности. То есть стала меня как-то тормошить, типа. Очнись. Мультимедийный руль. Что у нас тут? С левой стороны активация автопилота. Здесь. Багажник открыл только что. Багажник? Угу. Прикинь. Это багажник? Да. Я не знаю, слушай, ну, блин, зачем на руле открытие багажника кнопка? В моем понимании, на руле должны быть кнопки, когда ты за рулем, ты едешь, да, и тебе нужны какие-то кнопки быстрого доступа, что-то там, переключить трек, да, там. А вот, как оказалось, это
Многофункциональная кнопка. Задается она через меню. Есть 4 у нее режима. Первый — это открытие багажника. Второе — это здесь выбор музыки. Третье — это включение голосового помощника. И последняя, 4-я функция — это автоматическая парковка. Вот теперь уже становится все на свои места. А то я думал, нажал, багажник у меня открылся. Думаю, что за... Все равно как-то непонятно. Всего 4 настройки и плюс открытие багажника. Хорошо разобрались с левой частью. Направо здесь просто мультимедиа, вызов голосового помощника, переключение треков и настройка громкости системы. Все. Что касается акустической системы, то здесь установлена их фирменная система от компании Xiaopen. 8 динамиков. Ну, звучит как бы нормально. Нормально. Ну, по крайней мере, низкий тянет. Да, тянет. Вот. Ну, ничего такого сверхъестественного. Автоматические стеклоподъемники работают на всех 4 дверях. Стекла опускаются в 0. Это хорошо. 2 дисплея. 1 приборная панель водителя и центральный дисплей. Приборная панель водителя 12 дюймов, центральный 15,6 дюймов. За дисплеем водителя вот установлен такой прибор с кнопками. Но это на самом деле не кнопки, это флакончики. Флакончики с духами, с ароматизатором. И вот здесь в менюшечке вы выбираете, какой запах вы хотите. 3 запаха. Нажали. Вот, пожалуйста, у вас океаническая мелодия, запах океана. Здесь утопия Флориды. И 3-й. Успокоительное дерево, calming wood. В подлокотнике есть 2 USB разъема. И есть 12-вольтная розетка. Вот сюда они ее, оказывается, спрятали. А я думал, куда же не засунули их? Слушай, а подстаканники-то хотя бы с упорами за 200 тысяч? Подстаканники с упорами, с воздушными, да. А вот мне интересно, есть ли здесь зарядка беспроводная? Есть. Работает. Слушай, а подвеска хорошая. Ну, сейчас-то прям это... Ямки заезжаем, да, хорошо. Светофор не увидела. Не увидела? Желтый свет. Менеджер говорит, что они планируют в будущем обновить систему, которая уже будет видеть светофоры и, соответственно, реагировать на них. Я все-таки хочу еще раз радиус поворота проверить. Слушай, нормально, 2 полосы. Все хорошо. Ой, ну еще раз говорю, сидеть мне прям вот некомфортно. Я сижу, у меня как будто колени касаются моих ушей. Короче, ребят, если у вас длинные ноги, то машина не для вас. Камера есть, да, слежение, которая следит за вашими глазами. Если вы устали, да, там за усталостью, начали медленно моргать, все, система предупредит. Кстати, давай сейчас проверим ее, да? Давай. Вот я вот притворился, что я сплю. О, смотри. Ты видел? Смотри еще раз, давай. Закрываю глаза. Нет, там было дело не в этом. Вон, лицо. Мало того, что она запищала, плюс она начинает двигать сиденье. А, да? Да, то есть она его как-то сжимает, двигает вперед, сюда к рулю, пытается меня прижать к рулю. Сейчас я ехал и заметил такую штуку. Я сдвинул сиденье до максимума, посмотрите, как у меня нога согнута. То есть это вот максимальное положение. Это раз. Другой момент. Руль, регулировка только по высоте. По вылету нету. И то есть получается, что вы едете, у вас коленка согнутая, вы не можете дальше отодвинуться вообще и как бы... Короче, неудобно. Но сзади места много. Смотри. Прям можно было, да, вот сидушечку эту немножечко дать больше хода назад, сюда, чтобы она сдвигалась, и сделать вылет руля. Регулировку по вылету. И все, и было бы все хорошо. Здесь у нас есть 2 USB разъема, раздельные дефлекторы, подлокотники есть и, наверное, есть подстаканники как-то. Вот они спрятаны вот так вот. А есть еще крышечка в багажник. Пиво холодное доставать друзьям. Ну или лыжи просовывать, кому что. А здесь сзади еще есть 12-вольтная розетка, вот тут вот сверху. Так, а как ее использовать? Какой-нибудь сюда холодильник с пивом опять же, да? Не кинопроектор. А, кому-то кинопроектор, да? Кстати, я хочу похвалить подголовники. Вот подголовники здесь прикольные. Они какие-то анатомические все-таки. Они не загибаются. А вот передние загибаются. Передние загибаются, как в самолете. Хорошо, что? Смотрим багажник? Да, я туда не полезу. Не хочешь, не лезь. Кнопка
Открытие багажника вот здесь. Оп, нажали. Открыли. Багажник 450 литров, ребят. Мерить не будем его, считать не будем высчитывать. Есть официальные цифры, 450 литров. Вытащим наше все оборудование и заглянем вот сюда вниз. Что тут есть? О, смотри, как тут. Не надо ничего химичить, Антон, как ты любишь. Единственное, знаешь, мне вот по бокам не хватает здесь такой сеточки такой резиновой. Здесь есть еще одна 12-вольтная розетка. Смотри, сколько, 3 штуки их в машине получается. Да. Мы с тобой на Велтмейстер грешили, да. А здесь за 200 тысяч то же самое. Сяопен. К сожалению, здесь нет такой функции, когда при повороте у вас активируется камера, правая или левая, и показывает вам, что находится с правой или с левой стороны, соответственно. Что есть в C11, да? Английского языка здесь нету. Это минус, большой минус. Так, рекуперация, да, у нас максимально сейчас он стоит. Вот видишь, Леша, первый раз за этой машинкой сидишь за рулем, а уже все запомнил. Ну уже раз, фишечки. да. Куда И что там китайский язык? Нормально? Да, китайский, русский, английский, все одинаково. Так что, ребят, все нормально. Там пару дней потыкали, запомнили, где находятся кнопки. Ничего страшного, что нет английского языка. О, смотри. Дергает. Сейчас мы ехали, впереди вот мотоциклист, да, едет. И машина, соответственно, увидела камерами этого мотоциклиста и меня стал дергать за ремень. Сейчас мы сделаем тест на скорость, на ускорение, замерим, за сколько эта машина разгоняется с 0 до сотни. Заявленные показатели 7,6 секунд. И сейчас, соответственно, мы проверим, насколько компания Xiaopen честна со своими клиентами. 3, 2, 1, поехали. Что-то мне подсказывает, что не 7,6. 7,6. Да ладно. Ну слушай, уходит она без пробуксов. Сцепление с дорогой у нее очень хорошее. 7,65 секунд, то есть заявленное ускорение есть, да. Честно заявили, не обманули. Смотрите, сейчас момент интересный. Открыта дверь у нас, проезжает мопед. Машина начинает пищать. Машина пищит, предупреждает водителя о том, что дверь открыта и, соответственно, в нее может впилиться какой-нибудь мопедер. Система 360 градусов, задняя камера, она распознает движение сзади и сигнализирует. Сейчас мы едем, полоса, и начинаем полосу, без включения поворотника, начинаем ее пересекать. И ничего не происходит. Ничего не происходит. А что должно было быть, Леша? Да, только что вот я сейчас ехал прямо, пересекал линию без поворотника, и ремень опять меня начал дергать, будить. Проснись, проснись, парень. Так, ладно, я сразу в копилочку, наверное, отдам 1 балл за то, что есть регулировка ремней по высоте. Для меня это тоже всегда критично почему-то. А где кнопочка аварийки? Наверху. Вот она. Ну, у нас вот явно с тобой сразу же это расхождение. Мне вот эта вот эта система переключения передач больше нравится, кстати, чем вот здесь. Не знаю почему. Да, руль классный. И скорость до скольки мы можем сбросить? До 30, я так понимаю. То есть минималка у нас 30 может быть. Вот сейчас он проедет, нет поворота. На 30 хотя бы. Если на 30 не сможет проехать такой маленький поворот, это будет фиаско, братан. Вообще. Не смог. Обалдеть. Да ну это... Ну и нафиг тогда бы она нужна. Это такая система, которая с такими справляется. А по трассе где-нибудь ты соточку едешь. Прям в обрыв. Про автопилот забыли, он здесь такой себе. Слушай, ну мне нравится все-таки вот сейчас руль настройки ты поменял, да, поставил пожестче. Такая хорошая информативность у него все-таки. Я не знаю почему он такой высокий показывает расход, аж 17,1 киловатт-час на 100 километров.
нажимаем на батареечку, да, и вот здесь мы можем поменять цикл пробега NEDC, WLTP и CLTC. Ну вот, собственно, как мы видим, NEDC не самый сейчас экономичный в этом плане. CLTC показывает, что больше всего проедет. А сейчас китайцы стали показывать на маркетинге, на брошюрках и прочее, что по CLTC режиме. То есть это что-то новенькое такое. Они завышают показатели только одними буковками, можно сказать. Ну, что за режим такой CLTC? Это прям вот сильно городской режим или какой? Вот здесь сейчас написано, что это такое. Помнишь, мы тогда Вою тестировали, и Воя видела собаку, и Воя видит людей. Человек стоит за пределами тротуара. Нет, он его как никого не определил, а кучу мусора определил как машину. Так, Лех, давай протестируем, значит, автоматическую парковку. Ну, смотри, как он разметку хорошо видит, а? Давай. 请踩住刹车，在触摸屏点击开始。 Четверку. И погнали. 泊车开始， Так. 请注意周围环境安全。 Сейчас проверим, как он по разметке станет. С первого раза или нет? Марина, что у тебя там, коронавирус? Слушай, ну хорошо зашел. Прям 请注意后 интересненько. 方有剐蹭风险，泊车已完成。 Так, ну что, ребят, смотрите, как он встал. Ровно, неровно. Чуть-чуть немножечко неровно, да? А здесь больше места. Для водителя оставил, для выхода. Помнишь, как было в этом? Да. Как было в Ion Y, да, который вставал немножечко чуть правее. Сейчас будем тестировать дистанционное управление машиной. Ага, через ключ, смотри. На ключе кнопка активировалась. Okay. Ага. Куда поехала? Куда она поехала? А, она сама находит место какое-то свободное, выбирает сама. И? О, мы сейчас еще поимитируем, что всякие прохожие ходят тут. Непонятно какие. А, нет, не задавила. Все, то есть она сама, получается, выбирает место для себя, такое, которое она захочет. Но плюс в том, что тебе не надо лезть в телефон, в приложение, там, да, там что-то искать. Просто с ключика раз-раз, два раза нажал, все, встала, смотри, ровненько, все нормально. И есть у нас две кнопки, одна вперед, другая назад. Нажали на эту кнопку, держим ее, машина едет вперед. Нажали эту кнопку, держим, машина движется назад. Ну что, Антон, берешь машину эту? Не, Xiaopeng P5 для меня явно мимо. Во-первых, это седан, а во-вторых, это очень дорого для седана. Даже если брать во внимание всякие лидары и прочее, что здесь есть, мне кажется, все-таки машина переоценена. На китайском рынке, по крайней мере, можно найти гораздо дешевле автомобили. У меня все. Ребята, спасибо за просмотр данного ролика. Ждем ваши комментарии. Интересно ваше мнение. Конечно же, несмотря на наше мнение, да, есть еще и ваше мнение, которое нам интересно узнать. Поэтому пишите в комментариях. Ну а с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.